Не снимай, не выкладывай. Началось. Чик, пиварум. Баська стоит. Тащит. Это перец. Перец. 30 апреля, девчонки, мальчишки. И сегодня я перевожу родителей в сад. Полная машина у меня рассады, сумок. Сейчас вот батя еще выйдет вот отсюда. Вот он. Все получается с сегодняшнего дня. Кукуем с собакой вдвоем на хате. Сейчас приеду в сад, попробую колесико правое переднее подкачать. Что-то тащит вправо немножечко. Сегодня решил провести такой эксперимент, который я видел много у кого на канале. 2 одинаковых видоса, выпущенных с разницей в 1 день. И посмотреть, собрать статистику. То есть, что это, как это вообще отразится. Пропустил батька вперед. Бедная семерка, блин, как ей достается вообще. Этому кубу, наверное, не меньше досталось. По его виду, судя. Жалко, что холодно на улице. Сейчас придется либо дома сидеть, либо назад ехать. Просто делать тут нечего, как бы, в такую погоду. Было бы солнышко и тепло, я бы сейчас разобрал тут все. У меня все краски с собой, все причиндалы. Я прям мечтаю купить орбиталку. На Озоне есть орбиталки, но они такие детские, сам понимаешь. Ну, хоть детская, хрен с ним, хоть чуть-чуть попользоваться, попробовать. Просто настоящие орбиталки, они стоят просто конский ценник. Может, кто-то не понимает, о чем я говорю. Я говорю об шлифмашине орбитальной. Намотал грязюки. Вот она. Батю надо разгрузить, помочь. Сейчас заскочим. Красивый кубаська. Сидишь? Ну, смотри, сколько грязи намотал на колеса. Сейчас будем заезжать. Ну что, как ты тут поживаешь? Сейчас разгрузимся и домой поедем. Что ты не намастыривайся тут никуда себе, ничего тут. Отдыхать тут. Сейчас поедем домой, один хрен, хоть тут дубарина, блин. Дровичка, будем печку топить. Да? Печку будем топить? Хотишь? Да. Ну не баню, печку дома, чтобы тепло было. Интересные гвозди с насечкой с такой. Как будто шурупики. Вот таких банки
4 вот такие банки, да? Купил себе в дорогу вот такую штуку. Решил сейчас ее попробовать. Я выдвинулся домой с собакой. Все, началась моя холостая жизнь. Дома холодно, капец. Сейчас они будут до самой ночи его топить, чтобы хотя бы немножко, чтобы не замерзнуть в этом доме. Я намотала на колеса всякой грязи, короче. Теперь надо на мойку, наверное, ехать. Смывать эту грязь, блин. Едем домой, короче. Козел. Дождик пошел. Вот спереди енот едет. Интересно, что кубик и вот этот енот на одной платформе собраны. Еще один. У него даже ручки дверей такие же, прикинь. Где-то минут 15 я тут уже стою. Приехал. Все места заняты. Вот, машинка выезжает. Сейчас заскочим туда. Я уже думал, не дождусь, блин. Стою тут уже, я не знаю сколько. Так, ну и как всегда, когда я остаюсь дома один, я люблю делать вот такое. Я сейчас закатаю эту плиту в фольгу. И все. И потом, когда фольга будет загрязняться постепенно, я ее просто меняю и все. Потом скоро должна прийти проверка. Я просто сниму фольгу, и она окажется чистейшая. Годный лайфхак. Сейчас подключусь чуть попозже, увидишь. Так, застелил. Теперь протыкиваем все дырки, чтобы вставлялось нормально, без проблем. И все, собственно. Я не знаю, почему моя мамся не любит вот так упаковывать. Но я лучше вот так ее упакую и забуду про нее, чем постоянно ее намывать. А вот видеть белую плиту, усаженную всю в грязи, мне такое вообще не нравится. Все. Щит. Здесь порожек делаем, чтобы на ручке ничего не летело. Но, а кто, допустим, не любит такое делать, но у вас, например, предвидится какая-нибудь грандиозная готовка, можно перед готовкой сделать, а после готовки убрать. На улице дождяра, но с собакой идти никто не отменял, поэтому я вот так вот собаку обычно зову, вот так вот. Поводком ее подманиваю вот так. Тю. Видишь, кори. Вот она пришла. Так, и я еще кое-что забыл, так что, собака, жди. Я забыл тебя одеть. Так как на улице дождь, она сейчас как свинья будет просто. Вчера постирала одежку. Сейчас будем ее одевать. Ну вот и все. Теперь мы можем идти, как говорила бабуля. Сейчас мы немножко покружим тут. Это у нас ритуал такой. Хорошо под зонтиком. Ой. Вот сегодня первое получается
А 3-го я хотел выезжать. На улице 5 градусов тепла днем. Ну и какая мне поездка нахрен в такую погоду? Сейчас. Ой. Я забыл, что ты глухая. Айда. И волокел вот так вот ее в мойку. Опа. Сразу помыть и повесить. Удобно, блин, капец. Так. По бырику добежал до машины. Без зонтика. Сегодня 1 мая. Снег. Ой, снег, господи. Дождь фигачит с утра. Шел всю ночь. Вот, я, короче, решил сделать вылазку на базу. Надоело сидеть дома. Постелил тут собаки. Вот чтобы он не морал ничего. Все, мы кукуем вдвоем с собакой дома. Завтра, кстати, поедем в сад отмечать 1 мая. Или что там. И там у бати проблема. В саду не работает телевизор. Вот. Я попробовала вчера его настроить немножко. У меня не получилось. Короче, нет сигнала. Четкое ощущение, что нет сигнала. Что-то с антенной или с контактом где-то. Кабель с антенной где-то. Контакта нету, короче. Завтра будем пропаивать все это хозяйство. Там на антенне очень много скруток, которые окисляются. Вот. За зиму. И у нас каждый раз, когда они заезжают в сад, каждый раз проблема какая-то возникает с телевизором. Надо пропаять, заизолировать и все. Забыть про это уже. Так, ну а пока мы едем бездельничать в сад. Наматывать там электричество. Ой, в сад, на базу. Там дубак. Придется опять нагревать все помещения. Еще по поводу кружки, которая не влезла. Она издает какие-то странные запахи, когда в нее горячее наливают. Я решил ей не пользоваться, потому что нормальный товар, как бы, да, вот кружка, например, не должна издавать запахов никаких. Это уже сигнал к тому, что неправильный пластик или что не должно быть никаких запахов. Это то, что мы еще чувствуем, запахи. А то, что мы не видим, еще выделяется там на молекулярном уровне. Выделяется в воду, в чай, в горячий, в кофе. Я решил не пользоваться. И я посмотрела, сколько стоят настоящие игрушки, которые входят в стаканник. Они очень интересно сделаны формы. Они такой большой стакан, но у них есть донышко, которое утоньшается и которое вставляется в подстаканник. Но они стоят 4 800, 5 тысяч и в гору. Таких денег у меня, конечно же, нету. Вернее, они есть, но я предпочитаю их потратить в дороге. Вот так вот. Лишних денег нету таких, чтобы тратить на такие кружки. Может быть, когда-нибудь, не знаю, я себе позволю такое. Из этой жопы я когда-нибудь вылезу. Вообще ничего не делаю. Мне как бы, пенсионер, я нигде не работаю, еще инвалид. И как бы можно, конечно, продолжать ныть, что я хочу то, хочу это. А можно продолжать, как всю жизнь, просто свыкнувшись с этим. Не мечтать о несбывшемся, как говорится. Мечтать только о том, что можешь себе реально позволить. И нужно уметь жить по средствам еще. Вот такой момент. Так что будем учиться. У меня было пару моментов в жизни, когда мне пришлось переучиваться жить. Когда я пошла работать не в школу, у меня была зарплата, где-то к 50. Чтобы ты понимал, для меня это слишком много. Но уровень жизни, какой у меня был, он из меня не выветривался. Я покупал себе бэушную резину на зиму, бэушную резину на лето. И в один прекрасный момент, когда у меня спустили оба колеса, я их разобрал и увидел, что они порезаны просто внутри. То есть мне их продали как лоху, повернув изодранной стороной вовнутрь. И тогда я такой осекся, зарекся и такой, а почему я не покупаю новую резину себе? Ведь я могу себе это позволить. И я купил ту резину, вот, собственно, которой сейчас езжу до сих пор. У меня зима-лето, комплект, правда, это я покупал уже на Тойоту.
А ту, которую я покупал для Куба, новую резину, я ее отдал вместе. То есть зима-лето я отдал ее нынешнему владельцу вместе с машиной. Вот. Ну, то есть... И когда я ушел с ней школы, я опять, то есть, спустился с небес на землю на уровень моей пенсии. Да, то есть все то, что остается от нее после уплаты всех платежей. Аренда базы, кредиты, это кредит за эту машину я начинаю платить теперь с прошлого месяца, потому как у меня отвалился платеж за банкротство. Я теперь плачу еще вот за эту машину. Целый год батя платил за эту машину. Целый год. Ну как, год еще не прошел. С августа, считай, как мы ее пригнали. И по документам эта машина его. Вот, она оформлена на него. Потому что на банкрота нельзя ничего оформить. И вот теперь опять привыкаю к такой степенной жизни, когда прежде чем что-то себе позволить, нужно немножко подвязать поясок потуже и от чего-то отказаться, например. Поменял сейчас местами дворники. Только я не пойму, он тот дворник длиннее насколько, да, я понимаю? Да, этот короче. И все равно они скрипят. А батя мне... Я говорю, у меня этот дворник плохо это скребет. Он говорит, ну поменяй их местами. А теперь я вижу, что тот торчит. Ну, этот реально стал короче прям. Так что это не проканает. Блин, втерся в колесо новыми штанами. Стирать придется. Так что меняем обратно. Их, наверное, надо, я не знаю, уже выкинуть, эти дворники. Так, ну все. Поменял обратно. А то что-то вот так вот чуть-чуть, еле-еле. Бухгалтер мой уехал. Мамка, имею в виду мамку, которая на стриме сообщала мне там насчет донатов. И эти как на Озоне, с помощью нее можно было что-то покупать через ее аккаунт. И сейчас, чтобы что-то купить, надо в сад ехать. Вот так вот. Я не знаю, когда мне разблокируют все счета. Просто. Но я уже за год, уже год прошел. Я привык. В принципе, привык. Собака наладилась по траве. Сейчас немножко промокнет на коврике на этом. Потом запущу ее сюда, а то она тут сейчас все извозит. Пусть слегка подсохнет. Тут дубарина вообще. Если покажу. Просто холод собачий. 11 градусов. Мне надо придумать сейчас упражнения какие-нибудь на завтра. Сейчас буду думать. Плюс 3 градуса. Ничего себе. Я, значит, накидал какое-то количество упражнений. Значит, я заметил, что обычный бит, проецированный, например, на тома, вызывает сложности. Сейчас тебе покажу. В связи с чем я в эту сторону наметил урок. Показываю. А я вот продолжаю вот это развивать, вот эту штуку сам. Буду продолжать ее играть. Сейчас тоже ей позанимаюсь немножечко. Очень мне нравится эта штука. Такие треугольные размеры, прям по кайфу.
Не, в натуре классно. Заебись. Четко. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Короче, не помню кто. Кто-то спрашивал, бывают такие у меня дни, типа, когда не играется, не идет что-то. Вот сегодня, например, такой день. Не знаю, вот когда я обучалку записывал, я сыграл на какой-то немыслимой скорости эту байду. Сейчас я не могу и половины сыграть. Ну, вот примерно так. Так, мой план капкан не сработал. Был у меня такой план. Вот у нас тут магазинчик, там очень много разных заклепок всяких. Так, сейчас. Помнишь, да, вот у меня на задней двери была такая заклепка. Мне надо поменять их все желательно. Все, которые на двери, посчитать, сколько их там. Вот, и поменять. Потому что эта планка, она оттопыривается, короче. Ну, то есть она не держится, блин. Так, сюда брошу, наверное. Это возьму домой, короче. Я там нашел на Озоне несколько вариантов. Но там написаны размеры, то есть какие. То есть взята вот такая вот штучка. И все у нее промерено. То есть диаметр, высота, вот ширина, вот это все, насколько она там. То есть надо просто сравнить и заказать такие же, и все. Не снимай, не выкладывай. Интересная штука. Как только родители уезжают, меня сразу начинает прям тащить на кухню. Чайку себе заварил. Сейчас, короче. Ах ты, блядь, горячий. Курочку, ножки курочки. Там у меня кашка гречневая осталась. Надо вот что-то приготовить. Сейчас забабахаем. Я, когда ножки готовлю, я всегда им эти култышки обрубаю. Мне не нравятся вот эти култышки. Они дают очень много вот этого, знаешь, холодцового вот этого эффекта. И ты как бы... И вообще они нафиг не нужны. Вот эти. У меня раньше была проблема. Я очень долго резал. Можно сказать, резать вообще не умел. Очень долго резал. Пока нарезал лук, мог урыдаться. Так что, мама, не горюй. Не знаю, в каком году наш гитарист Андрюха Квачук, бывший, там типа, говорит, а ты смотришь этого дружа Обломова? Я говорю, нет. Он говорит, посмотри. Говорит, он знает, что я люблю готовить, как бы. Посмотри. Я, значит, это зашел, посмотрел. И офигел. Во-первых, и научился резать сразу.
И проблема такая отпала, знаешь, что ты страдаешь, пока режешь. И нарезать получилось как бы одинаково все время. Стало удобнее резать. И ножи как-то сразу наточились. Знаешь, тупыми ножами задолбаешься резать. Сейчас не могу показать, потому что у меня треножки нету с собой. Но смысл в том, что нож ездит вот по этой стороне пальца. Вот по этой. Я когда иногда некоторым объясняю, вот так вот ставишь палец на продукт, например. И вот так вот. Главное, пальцы не растопыривать. Вот так вот. И почему я люблю вот этот нож? Потому что у него есть вот такой вот ход. То есть вот эта вот поверхность, она может, видишь, как далеко ходить. То есть ты можешь спокойно резать. Вот ты что-то видишь. И ты ездит по этой стороне. Что-то я кубик не нашел. Я обычно еще кубик сюда. И еще, насмотревшись на всяких поваров, я начал делать все отдельно. Ну, то есть, смотри. Мы сейчас, как бы я обжариваю лук и морковь. Вот она у меня подгорела, я ее залил, перемешал. Теперь немножко перелил воды, это ничего страшного. Сейчас оно выпарится. Это называется карамелизовать. Она кое-где пригорает, ты ее водой заливаешь, эта пригарочка от нее отстает и пристает равномерным слоем ко всему, что находится в этой сковородке. И так можно делать много раз, пока цвет тебя не, допустим, цвет всего содержимого тебя не устроит. То, значит, я сейчас обжарю курочку отдельно. Как я раньше делал? Жарю лук, кидаю туда курицу, там это томится, черт знает сколько. Курица не обжаривается, потому что лук дает много воды, и курица тоже дает много воды. То есть обжарить это нереально. Вот. Сейчас я делаю все отдельно. И потом просто женю это все вместе. Такие дела. В общем, потихоньку приходит опыт. Ну и, конечно, когда я говорю маме, что вот можно делать так, но она всегда мне говорит: ты молодец, всегда что-то новенькое готовишь. В общем, она меня хвалит, потому что у меня получается вкусно. Вот пока я это делаю, потому что я, как бы, творчески подхожу к процессу. Вот у меня тут чаек. А не просто, у меня не просто тут как бы поток, а именно творческий процесс. Творческий процесс. Вот, потихоньку выпарилась. Сейчас выпарится и начнем жариться. Немножко пожарится, добавлю туда еще воды. И еще перестал бояться на максимальном огне что-то делать. Понимаешь, раньше ой, сейчас сгорит. Наоборот, как раз таки, когда ты курочку кидаешь, тебе надо максимально разогреть сковородку, прям максимально, чтобы она у тебя не начала вариться, понимаешь? А чтобы именно в кипящее масло. И вот сейчас мы ее немножко поджарим, покрутим, она вся обрастет корочкой. И затем мы ее бросим вот сюда, зальем это все водой, бульончиком. И это будет у нас, час примерно, на минимальном огне. И потом увидишь, что получится. Вот пока курочка тут у меня крутится на масле, я сюда кину чесночок. И сейчас, как только он у меня слегка зажарится, я его вытащу. Потому что он отдаст весь свой вкус маслу. И все, ему тут находиться, в принципе, незачем. Я говорю, с ним можно борщануть так, чтобы потом вообще ничего не сможешь кушать. Будет очень много. Поэтому я его прям достаточно быстро. Ой. Достаю. И курочку крутим. Не забываем крутить, чтобы у курочки была корочка. Правильно? Правильно. Подгорело слегка. И все, начинаем месить. Это, я думаю, достаточно. Сейчас она вытопится. Я сюда брошу курочку. Все, пускай вытапливается потихоньку. Курочку сюда брошу. Кипяточком залью и пошло. Я этот котелок купил где-то, я не знаю, может быть, года 4-5 назад. Прям не нарадуюсь вообще.
у меня кипяточек. Сейчас я поставлю. У меня еще. Сейчас газу добавим. Надо было сразу добавить, чтобы оно начало булькатить. А потом уже убавить. Обалденный котелок. Обожаю его просто. Высокий. В нем можно и жарить, и варить, и парить. Что хочешь. Вот сейчас он начнет кипеть. Я убавлю газ. И все. Ну, минут 40 оно точно будет здесь преть потихоньку. Я бы предпочитаю вообще даже забыть на час, на полтора. То есть готовится это не скоро. Да, я хочу что-то жрать прямо вот тут же. Я, скорее всего, пожарю себе картошки, например. Или яичко. Вот. Это так, по красоте. Люблю добавить сюда терияки уже под конец, когда оно уже проварится. Когда начнет вариться. Терияки, аджику. Но тоже, главное, не переборщить, потом охренеешь, короче. Все. Пускай фигачит. Пойдем чайку баловаться. Фу, вообще не знаю, чем себя занять, короче. В принципе, ничего не изменилось. Я точно так же живу, как жил. Просто один дома теперь. Один дома. Скучно, что ли? Хотя, с другой стороны, и когда они тут были, в принципе, я бы не сказала, что я до хрена с ними общался. Просто, знаешь, понимаешь просто, что никого дома нет. И вот это понимание, оно тебя изводит. Час 10 минут, прикинь. Открыл крышку, чтобы немножко вытопить водички. Ну, вообще, я люблю эту водичку. Такой бульончик. Это курица, которая варилась целый час, прикинь. Сейчас она будет просто разбираться у меня в тарелке. Попробуем. Надо зацепить лучку. Кайф. Зажопил пол луковицы. Надо было весь лук сюда сточить. Лук как грибы. Его всегда мало. Косточка отвалилась. Косточка. Как она сюда попала? Чик. Можно сюда бросить, не сюда, сварить картошку или макарошки отдельно и просто сюда. Потом, когда тарелку себе накидываешь, накидать макарошек и все сверху залить вот этим вот бульончиком. Короче, обожаю вот такую байду готовить. Все, пускай остывает, а я пошел пробовать, что у меня там сварилось. Смотри, просто разбирается курочка. Чик. Разбирается просто. Обалдеть. Все, занимались мы с ученицей. Едем в сад. Когда настает лето, сразу такой поток, блин, по единственной дороге из города в сторону садов, блин. Ты сейчас умрешь. Сейчас буду паять провода. Не смогли мы включить телевизор, короче, в прошлый раз. Давайте покажу, как тут что держалось. Вот посмотри. Как оно, блядь, должно показывать, а? Как? Вот такие вот, просто вот так вот все. Почему оно, блядь, должно что-то показывать? Я не понимаю. Я не знаю, короче, что тут можно сделать вообще. Я не знаю, что это за металл. К нему вообще ничего не паяется. Ну, при помощи паяльника точно.
Короче, бесполезняк. Надо 100-ваттный паяльник как минимум. По-моему, какая-то сварка. Короче, не берет паяльник эту хрень. Горелку надо. СМС-ка сейчас пришла. Объявлен режим беспилотная опасность, что ли, на всей Челябинской области и на всей Башкирии. Прикинь, охренеть. Вот дают. А оказывается, у них на втором этаже, на крыше, лежит коробочка специальная. То есть в которую ты втыкаешь антенну, а из нее 2 проводка. Видео, аудио. Уже к телеку. И у тебя сразу появляется 20 каналов. А они подключают эту коробочку и телевизионным пультом тыкают в телевизор. До меня уже потом как дошло, я там ржал как ненормальный, короче. Я говорю, где пульт от коробочки? Ну, у бати спрашиваю, где пульт от коробочки? Он говорит, не было никакого пульта. Я говорю, в смысле не было? Значит, коробочка есть, управлять-то ей как-то надо. У мамки спрашиваю, говорю, а может быть ты знаешь, где пульт? Она говорит, не было никакого пульта. И, короче, полдня я им просто доказывала, что найдите мне пульт. И ты удивишься, но пульт был найден. И сразу все заработало. Ой, не могу, блин, вообще. Вот, короче, нашли пульт, вставили в него батарейки, начали переключать каналы. И оказалось, что аж что-то около 20 каналов есть. А то, когда просто включаешь все в розетку и через эту коробочку, то один канал работает, а переключать его нечем, как бы. Вот такие дела. Я думал, сейчас сам дураком стану, короче, представляешь? Мне говорят, типа, нет никакого пульта. Я говорю, ну как нет, коробка есть, должен быть пульт. Чем-то управляться должна же. Как канал-то переключить? Они говорят, ну вот, пультом от телевизора. И невозможно доказать иначе, что как-то может быть, понимаешь? Невозможно просто, и все. 4 мая, девчонки и мальчишки. Я пошел с собакой погулять. Перегнал машину, вот стою, смотрю. Блин, ну почти один цвет, согласись. Может быть, надо было просто больше слоев лака положить. Или, допустим, на светлый, хотя у меня и так грунт был светлый. Или меньше слоев просто краски положить. Короче, надо еще просто уметь это делать. А так, мне нравится результат. Ну что, классно же? Целое крылышко. Ну что, вторая часть рассады поехала в сад. Собственно, мы с собакой выдвинулись. По прогнозу все в дождях. Сегодня написано до 23 дождей нет. Но потом снова все в дождях. Неделя, наверное, будет в дождях вся. Смотрю, в Москве сейчас погода хорошая. Но это тоже ненадолго. Дня на 3-4. Потом будет она падать, температура. И, в общем, это я к тому, что, ну, многие такие говорят, ну, ты там по одному дню погоды судишь, не поехал, поэтому там... Да я, в принципе, не собирался весной никуда ехать. Погода весной очень переменчивая. Вот. Ну и вообще спать в машине в такую погоду не очень. Поэтому все как бы идет своим чередом. Наступит лето. Ну, в начале июля выдвинемся. In Moscow. Сидит, кубатурит. Так, 17, 18. Отлично. Выдернул пистолет, а там еще что-то грамм несколько не докапало. И она мне такая говорит, налив топлива не идет. Я думаю, елки-палки, что случилось? Так, ой, вот проблема. Ой, ключ из кармана достать.
Дождик фигачил тут, судя по всему. Воды налил, капец. Чумазый. Опа. Помидоры. 3 дня без полива. 3 дня. Если не больше. Я 4 дня. печку топить, воду надо поливать теплой водой. Давай. Уже меня подгоняют прям. Давай воды, давай печку, давай воды, давай печку. Хотел бампер снять. Что-то тут грязно, блин. Не хочется в грязи вошкаться. То надо снимать фонари, номер. Затем. Тут, видишь, вот тоже вот такие. Я сейчас просто боюсь снять бампер и охренеть, в каком там все состоянии. Вот в таком вот все. Страшенном. Жопа, скорее всего, вся дырявая. Это надо в полной боевой готовности делать. Иметь при себе литра 3 полиэфирки и метра 3 стеклоткани. И сразу это все и загрунтовать, покрасить. Вот это вот меня вообще не понимаю, что это такое. Пороги мененные, видишь, и почему-то гнилые. Почему вот тут? Ну, тут, понятно, все в шпакле, потому что пороги мененные. Я просто не понимаю. Они мененные по каких пор? Обычно же это вот так вот все. Ззю. Так вот ззю. Странно это все, конечно. Тут тоже, видишь, пучится. Ну, плохо дело. Надо это все зашкуривать. Неправильно сделанный. Крыло неправильно сделано. Так. Я прям вижу, как они его из шпакли вылепили. Короче, судя по всему, пороги от какой-то фирмы типа Металлпрокат. Ну, то есть не оригинальные. Прям вижу, что это кусок говна. Вот не должно оно вот так торчать здесь, понимаешь? Не должно. С той же стороны не торчит. А? Бредятина. Сейчас буду таскать сюда потихонечку. Такая теплица не просвечивающаяся. Надо эту доску. Опа. Чик. Сейчас почистим быстренько. Ну, тут все прекрасно. Вот это вот, видишь. Просто сейчас бампер, если сниму, то с той стороны будет просто все очень некрасиво. Это все, что осталось от ковриков, от родных. Так, сейчас пока сюда его положу. Песня. Вау! Вау! Третий включай. Вторую. Ну что, камеры? Снимаешь, что ли? Да, и выкладываю. Занялся огородом. Тачка садовая. Кротон. Хозяин садовый. За одну ручку нельзя таскать, только за 2. Смотри, у мамки уже тут цветочки сходят потихонечку. Это все тоже цветет уже. Вау! Красота! Ух! Помнишь, были маленькие в прошлый раз?
Обожаю мамкины цветочки. Такой вот еще. Чик. Класс. Тоже полперденчики такие. Колбаська мой. В инсту. Полирнуть надо. Не буду сегодня ничего делать. У меня не стоит на работу. Надо, знаешь, что для багажника купить несколько пачек силикагеля и просто сюда его бросить. И во все подножные вот эти вот, эти как их, ниши побросать. Так. Раз. Трумпочка, я ее там подвязал. В общем, она заделана насмерть. И вот еще одна. Тоже насмерть заделана. 2 колечка ставим на радиатор, чпок. Резинки, которые встают вот сюда, в эти дырки. Они есть на радиаторе. Если, конечно, какая-нибудь сволочь их не сняла оттуда. А я хочу поставить вот эту хрень. Только не знаю, как. У меня клеевого пистолета с собой нет. Тут тоже все плохо. Может, суперклей, слушай, и сода. Не снимай, не выкладывай. Кайфую с этого салона просто кубасевского. Ну просто кайф же. Сел как человек просто. Раз подлокотник, 2 подлокотник. И сидишь и едешь. Надо, спинку откинул вообще. Сидишь, кайфуешь, блин. Оп. Хочешь ровно сидеть, сиди ровно. Блин, ну кайф же, блин. Что, замерзла, что ли? А? Ты замерзла, что ли? Эй, ты замерзла? Пошли. Пошли, я тебя погрею. Айда, не падай. Вот сюда садись, тут тепло. Так. Кого ты тут лепишь? Ну, вот эту штуку. А, Ну вот, смотри. Так. Так, 1, 2, 3, 4. Почему-то она делает вот так трык-трык. Я думаю, сейчас вот здесь еще и присру. Огонь. Я на всех своих кубах делал крепление бампера снизу. Вот смотри, для чего. Видал? Вот он едет по кочкам вот так вот. Поэтому мы, значит, делаем кронштейны снизу. И вот он почему-то здесь вот так вот вылазит постоянно. Тоже с этим надо что-то будет сделать попозже. Крепление сделаем. Бампер здесь держится вот. Раз, саморез. 2. 3, 4. Никакой жесткости абсолютно. То есть ты едешь, и он у тебя вот так трепыхается. Вот так вот. Представляешь, да, какая хрень? Тут, кстати, аварийку. Закладная выпала. Нужно будет заказать закладную. Вот, и сделать, собственно. Че, вишня моя цветет? Вишня моя цветет? Будет ягодка. Блин, она так круто цветет вообще. Так, и шо, подались мы до дому. Наверное, буду завершать свой бложик. Сейчас приеду домой, засяду за монтаж. Смотрю, бложики вообще перестали пользоваться спросом. Это я сам поубивал бложик обучалками. Все ждут только обучалки. Бложик смотрят единицы буквально. А что тут смотреть? Нечего тут смотреть. Это же, ну, ни о чем. Ну, что я хочу от этого?
Стало интересно, стал бы я сам это такое смотреть. Самое интересное то, что таких бложиков не стало на ютубе. Раньше было полно, а сейчас не стало. Такие, знаешь, все сейчас такие заморочистые каналы со съемкой на спец какие-то камеры, с каким-то монтажом не эпическим, с цветокором, вот это все, короче. А я, в принципе, был подписан на кучу каналов, которые просто лайв-каналы, лайв просто на телефонке. Сейчас у меня в подписках буквально 2-3 таких живых канала. Ну, то есть я подписан и на остальных, но они почему-то перестали пилить. А мне именно вот такой вот формат бложек больше всего заходил. Без сценария, просто лайфстайл. Видимо, всему свое время. То пришло, а теперь уходит. Спасибо за просмотр, если досмотрел до конца. И увидимся в следующем бложике. Пока. Себя люблю.